Everything comes from Prabhupada. Huh? Все приходит от Шрилы Прабхупады. Back in the 70s, of course, the society was growing, particularly in Los Angeles, New Dwarka. И в 1970-х годах все только развивалось, и общество расширялось в Лос-Анджелесе, например. So there were many children in the temple room. И в алтарной было много детей. One of the leaders, he wrote Prabhupada saying that children were just making a disturbance in class. И один из лидеров написал письмо Шриле Прабхупаде, в котором говорилось, что от этих детей сплошные беспокойства. But Prabhupada said no. He said, even the child in the womb can hear. What to speak of the children? He said, but mother must control them. И Шрила Прабхупада на это ответил, что нет, даже дитя в чреве матери может слушать Кришна-катху. Что уж говорить о тех детях, которые родились, но мать должна их контролировать. So before I get started, I was last here at this festival in 2010, or 2010, yes, 2010 was the last, 9 years ago. И прежде чем перейти к нашему семинару, хотел отметить, что последний раз я был на этом фестивале в 2010 году, 9 лет назад. Who was here from 9 years ago? А кто здесь был 9 лет назад? I even had children. Remember, Mekkel and I were here. 5, 6, 7-year-old children. They're now married with children, some of these. It's amazing. И когда мы много лет назад с Матаджи Мекхалой приезжали на фестиваль, мы встречали 5-6-летних детей. А сейчас эти дети замужем или женаты, и у них у самих есть дети. And as Maharaj was saying this morning in his announcements, Naranjan Swami was saying, this has been going on, I think, for almost 25 years. И как сегодня Ниранджана Махарадж говорил, что такая практика продолжается уже 25 лет. And it was something Prabhupada always stressed was when you do something, you stick with it, and you'll become successful. И Шрила Прабхупада часто подчеркивал, что если вы занимаетесь какой-то деятельностью, вы строго придерживаетесь этой деятельности, вы продолжаете над этим работать, то вы достигнете успеха. And I see both Naranjan Maharaj and, of course, Achyuta Priya Prabhu and so many others have made this festival very successful over the years. И я вижу, что Ниранджана Махарадж, Achyuta Priya Prabhu и многие другие преданные на протяжении этих лет сделали этот фестиваль успешным. Naranjan Maharaj, we met in 1997 in MVT on the lawn at the Krishna Balaram Mandir. И мы с Ниранджаной Махараджем встретились в 1997 году в Кришна-Баларам-мандире. And I was just a half a dozen were sitting on the lawn and telling Prabhupada stories. И нас там было 5 человек, и мы рассказывали истории о Шриле Прабхупаде. And he came every day. He knew it was happening, so he came every day just to hear about Prabhupada. И Ниранджана Махарадж знал, что там будут рассказывать истории о Шриле Прабхупаде, и он каждый день приходил, чтобы послушать их. So then he said, "You have to come to the festival." И потом он мне сказал, ты должен приехать на фестиваль. It was 4 years before I made it to the festival in 2001, which was in Odessa. И 4 года прошло, прежде чем я добрался до фестиваля, который в 2001 году проходил в Одессе. I remember it very clearly. There were 800 devotees. Я очень четко помню, как там собрались 800 преданных. And they all jammed in an auditorium that was not as big as this area here. И они все прыгали до потолка в помещении, которое намного меньше, чем это. And there was a stage, it was a natural stage for performances that was there. И там еще была сцена, на которой обычно происходили представления. When we had the kirtan in the morning, yes. И когда мы пели киртан утром, Bhakti Tirtha Maharaj was there. Там был Бхактитиртха Махарадж. And at the time was Purnachandra, he was brahmachari still. И в то время Пурначандра еще брамачари. So there was a sannyasi, a brahmachari, and me. И там вот были саньяси, брамачари, и был я. And during the kirtan, we all took turns dancing on the stage wildly.
И во время этого мы по очереди дико танцевали на сцене. And then 2 years later, they were both gone, just like that. И вот так это продолжается уже много лет. Bhakti Tirtha Maharaj left, Purnachandra Swami left. И сейчас Бхактитиртха Махарадж ушел, Пурначандра Госвами ушел. So ultimately, this is what all this is about, getting ready for that time. They were dancing right up until their final days. И все это сводится к тому, чтобы вот так уйти, поскольку и Бхактитиртха Махарадж и Пурначандра Госвами, они также танцевали усердно до последних дней. I had a translator for several years, so if I go too long, you can say something. I've forgotten the process back and forth. Я много лет давал лекции без переводчика, и я забыл уже, как это делается. So what Maharaj was speaking about this morning, Prabhupada talking about boiling the milk. И сегодня утром Махарадж говорил, ссылаясь на Шрилу Прабхупаду, о уваривании молока. And he said that he looked and asked if I was Prabhupada's servant. Actually, I wasn't Prabhupada's servant at that time, but I was with Prabhupada right around that time. И он спросил меня, был ли я слугой Шрилы Прабхупады, и я ответил, что в то время я еще не был слугой, но я путешествовал со Шрилой Прабхупадой. So I'll give you a little history of what was the road show. И я вам немного расскажу предысторию. Because Prabhupada actually talks about it in some places. And there was a letter before that one. So this is in, let's see here. Here it is. I've put some letters from Prabhupada in here. Я тут собрал несколько писем Шрилы Прабхупады. На самом деле Шрила Прабхупада говорит еще немного задолго до этого в одном своем письме. When the roadshow first started and they were sending information to Prabhupada, he wrote back a very encouraging letter. И вот Шрила Прабхупада в ответ написал очень-очень вдохновляющее письмо. I'll just read the letter first. He said, "It's very encouraging for me to hear that my sannyasis are traveling and preaching." И Шрила Прабхупада пишет, что меня очень воодушевляет, когда я слышу, что мои саньяси путешествуют и проповедуют. Now he immediately goes on another track. Unless we can maintain the temples we presently have super excellently clean, we should not open new centers. И вот Шрила Прабхупада сразу же переходит на другую тему, что если только мы не будем поддерживать наши храмы в идеальной чистоте, то мы не должны открывать новые центры. So he was considering that the roadshow was actually a traveling temple. И он считал, что это как путешествующий храм. And that in the course of traveling, then other temples could be open. So he's making a warning, saying, don't go opening temples unless you can maintain them super excellent. И Шрила Прабхупада говорит, что во время такой проповеди, возможно, открываются новые храмы, но вы не должны открывать новые храмы, пока вы не удостоверитесь в том, что храмы на данный момент поддерживаются в идеальном состоянии. Now he gives his formula for temple life. И вот Шрила Прабхупада дает формулу храмовой жизни. He says, 2 men may remain at the temple and clean thoroughly every day. Шрила Прабхупада говорит, что двое преданных могут оставаться в храме и каждый день тщательно убирать его. Or ladies. Или матаджи преданные. And the rest should go out to the streets for Sankirtan. А остальные преданные должны выходить на улицу с Санкиртаной. For spiritual life, chanting Hare Krishna is sufficient. Для духовной жизни достаточно повторения Хари Кришна. But because we're habituated to unclean habits, we must have temple worship. Но поскольку мы привыкли к тому, что у нас есть какие-то вредные привычки, у нас отсутствует чистота, мы должны поддерживать поклонение в храме. Now again, this is the beginning of the roadshow, which I'm also, I was there at the beginning of the roadshow with Kirtanananda and the others. И это вот было начало такой мощного движения вперед, когда еще был Киртанананда и другие. Я тоже там был. And then he says the best thing is to combine the roadshow with visits to cities that have temples. И тогда Прабхупада говорит, что очень хорошо проповедовать и разворачивать, набирать объемы, при этом посещая те храмы, которые уже существуют. We must keep our existing centers strong.
Мы должны поддерживать наши центры, которые существуют на данный момент, сильными. He says, "Your greatest preaching program if you can travel and distribute books." И он говорит, что самая лучшая программа проповеди, если вы можете путешествовать и распространять книги. So that was November, December 1972. Это был ноябрь-декабрь I'm sorry, 1971. 1971 года. So now the next time letters start coming about the roadshow, it's in May of 1972. И вот в мае 1972 году снова стал Шрила Прабхупада писать письма о этом мощном движении, расширении. At that time, Prabhupada called for Kirtanananda Swami to come to Los Angeles where he was. He said, "I want to speak to you." И в то время Шрила Прабхупада позвал Киртанананду и сказал: приезжай в Лос-Анджелес, я хочу поговорить с тобой. Шрила Прабхупада в то время был в Лос-Анджелесе. Now we were three of us in New Vrindavan, so Kirtanananda, myself, and Kaladri, we drove from New Vrindavan to Los Angeles in a van. И вот мы втроем, Киртанананда, я и Галадби, мы поехали все в Лос-Анджелес на микроавтобусе. It's like 4,000 kilometers. Это было 4000 километров. So when Prabhupada saw Kirtanananda, he wanted him to go back to New Vrindavan. И вот когда Шрила Прабхупада увидел Киртанананду, он захотел, чтобы Киртанананда вернулся обратно в Нью-Вриндаван. He mentions this in letters. The temple, things at the temple were not going so well because he was traveling around on the road. He said, "You have to get back and take care of the deities." И Шрила Прабхупада сказал, что поскольку ты много путешествуешь и проповедуешь, что в храме все поддерживается не на достаточно должном уровне, поэтому ты должен вернуться и заботиться о божествах. He says, "I'm very glad to hear that you're giving your full attention to the worship of Sri Sri Radha Krishna there at New Vrindavan." Шрила Прабхупада говорит, что я очень рад, что ты посвящаешь все свое время поклонению Шри Шри Рады Кришне во Вриндаване. And it is your duty to see that they are never neglected in the future. И это твоя обязанность удостовериться и позаботиться о том, чтобы их никогда не пренебрегали в будущем. He said, "Worship the deities very opulent." Он говорил, что поклонение божествам очень пышно и роскошно. Temple, keep it very nice, and the people will come because of that attractive feature, just to see the beautiful deities. Если о храме должным образом заботиться, то люди будут приходить просто для того, чтобы получить даршан божеств. And then he says, because the roadshow had changed over 6 months. It went from basically being a temple program to a show, a Broadway show. И вот это вот мощное движение вперед, оно начиналось с простых программ в храме, и потом превратилось в такое представление, как шоу на Бродвее. So then he says, the best thing would be if, oh, that's the other one. Okay, he says, so far your roadshow, you can just see the wording, how it's changed. So far your roadshow is concerned, we are not meant for giving performances. We are simple kirtan men. И потом он сказал, что касается твоей такой выступительной программы, путешествующей, то мы не актеры, мы люди движения Санкиртаны. He says the kirtan, there must always be kirtan going on whenever we travel. И он говорит, что куда бы мы ни направились и когда бы мы куда-то ни поехали, всегда должен быть киртан. Now, after saying that, I want to say, Indrajumna Swami's program is very wonderful. И после этого я хочу отметить, что программа Индрадюмны с вами великолепна. These are all the things Prabhupada wanted. Lots of kirtan, prasadam distribution. Это то, что хотел Шрила Прабхупада, чтобы было много киртанов, чтобы распространялся прасад. Even we have in our society now still, when you see the Ukrainian devotees, Russian ladies, they're dressed very nicely, very beautifully. Даже сейчас, когда мы посмотрим на преданных в Украине, в России, вы можете увидеть, что они очень все красиво одеваются. Sometimes some of the men even think they're dressed too beautifully. Иногда мужчины даже думают, что женщины слишком красиво одеваются. I always mention there was one letter from my god sister, Himavati. И было одно письмо моей духовной сестре Химавати.
She was Hansa Dutta's wife. She was German. She is German lady. И она жена Хамсадуты, она из Германии. And she was very austere. И она отличалась очень большим аскетизмом. And she wrote Prabhupada about that, about how to dress as a woman in ISKCON. И она написала об этом Шриле Прабхупаде, о том, как одеваться женщине в Искон. She was not into colorful saris and, jewelry. И она не очень-то предпочитала носить разноцветные сари и много украшений. So Prabhupada wrote back and he told her, he said, you have to dress very beautifully for Krishna. И в ответ на это Шрила Прабхупада ей написал: ты должна красиво одеваться для Кришны. Everything is for Krishna. Все делается для Кришны. And he said, Krishna doesn't like ugly gopis. И Шрила Прабхупада сказал, что Кришне не нравятся уродливые гопи. So for all of us, we're trying to attract Krishna with everything we do. Поэтому, что бы мы ни делали, этим мы стараемся привлечь Кришну. When he wrote Madhvisa, in the early days, he was known as the emperor. Prabhupada called him the emperor of Kirtan. И когда Шрила Прабхупада писал Мадхудвишу знали в первые дни движения как императора Киртана. Prabhupada called him, imagine such a title, Prabhupada called him the emperor of Kirtan. Вот представьте себе такой титул. Шрила Прабхупада называл Мадхудвишу императором Киртана. So we asked Prabhupada, because at that time, everyone was going out and Harinam Sankirtan, 12 hours a day. В те времена преданные по 12 часов в день выходили на Харинаму и Санкиртану. И вот Мадхудвиша спрашивал Шрилу Прабхупаду. Prabhu, you mentioned Jayananda this morning. Jayananda, there was no one like Jayananda. Сегодня утром упоминали, что никто не мог сравниться с Джаянандой. The other one, Vishnu Jan Swami. И Вишнуджаной с вами. In those days, they would tape pennies onto their fingers so they could play, because their fingers would be bleeding every day, just playing mridanga all day long. В те дни они привязывали к своим пальцам маленькие монетки для того, чтобы играть на мриданге, иначе от игры на мриданге целый день их пальцы стирались до крови. So Madhvisa asked Prabhupada, what is the best way to attract people when we're out on Harinam? How to attract them? И вот Мадхудвиша спрашивал Шрилу Прабхупаду, когда мы выходим с Харинамой, какой самый лучший способ привлечь людей? So what was Prabhupada's response? И что же ответил Шрила Прабхупада? How would he respond to such a question? Как бы он ответил на такой вопрос, как вы думаете? Yes, very good. Harinam is not meant to attract people. We're trying to attract Krishna. We're always trying to attract Krishna with our endeavors. Да, правильный ответ, что Харинама не предназначена для того, чтобы привлечь людей, она предназначена для того, чтобы привлечь Кришну. Все наши усилия направлены на то, чтобы привлечь Кришну. We see from Prabhupada's example, he just sat under a tree and chanted. Мы видим это на примере Шрилы Прабхупады. Он сидел под деревом и воспевал. So he always stressed the purity of what we do. Он всегда подчеркивал чистоту того, что мы делаем. The necessity of chanting 16 rounds and following 4 regulative principles. So simple. Он подчеркивал, насколько важно повторять 16 кругов и следовать 4 регулирующим принципам. Это так просто. And it was enough. He didn't like us to take on so many different rules. И этого было достаточно. Шрила Прабхупада не хотел, чтобы мы запутывались в стольких правилах. The most important rules are those chanting and the principles, he И said. самые важные правила — это воспевание и принципы. Once when he was in Europe, he was in Italy, and they were growing some vegetables anyway. They offered Prabhupada spinach. Однажды Шрила Прабхупада был в Италии, и там выращивали различные овощи, и Шриле Прабхупаде предложили шпинат. Someone said, but Prabhupada, it's the spinach fast is going on. Но вообще-то в то время был пост на шпинат. And Prabhupada said, oh, and who is following? И Шрила Прабхупада спросил, ну да, и кто этому следует?
what he was saying is, I'm not following, just make the spinach. И то, что хотела сказать Шрила Прабхупада, что я не следую этому посту на шпинат, просто приготовьте его. He called me in his room in Los Angeles because in Mayapur they were growing their beards for Chaturmas. И Шрила Прабхупада позвал меня к себе в комнату в Лос-Анджелесе, поскольку он узнал, что в Майяпуре во время Чатурмаси все обрастают бородами. I could very happily grow a beard because I despise shaving. Я была бы очень рада отрастить себе бороду, поскольку я очень-очень не люблю, просто ненавижу бриться. But Prabhupada said he liked clean shaven. Но Шрила Прабхупада сказал, что ему нравится, когда чисто выбрито все. In 1975, there were a few devotees who become very offensive to Prabhupada. В 1975 году некоторые преданные очень оскорбительно вели по отношению к Шриле Прабхупаде. They were on the morning walk with him. И они вместе с ним были на утренней прогулке. I have mustache, a nice big mustache and long hair. И вот у них были усы, длинные волосы. And they were asking Prabhupada, you know, what's the harm? It's easier for people to accept us. И они говорили Шриле Прабхупаде, ну, в чем тут такая уж беда, так людям легче будет нас принять. And then one of them had the audacity, the nerve to say, you had a mustache when you were a grahasta. И у одного из них набралась наглости заявить Шриле Прабхупаде, но вот у вас же были усы, когда вы были грехастхой? When I would hear such things from Prabhupada's disciples, I would be in total shock that anyone could speak to him in such a way. Когда я слышал такого рода высказывания в адрес Шрилы Прабхупады, это меня повергало в такой полный шок, как вообще кто-то мог ему такое заявить. Prabhupada was so amazing. If you asked him any question, he would give you an answer. И Шрила Прабхупада был просто удивительным. Вы могли ему задать любой вопрос, но он дал бы вам идеальный ответ. If you look at his letters, if someone asks him 10 questions, he answers each question in the order it's asked. He doesn't take a priority. This is an important question. He would answer each and every question. И когда, например, Шриле Прабхупаде писали письма, в которых было по 10 вопросов, то он отвечал на все эти вопросы в том порядке, в котором они были заданы. Он не выделял какие-то вопросы как самые важные, не пренебрегал другими. Он отвечал на все вопросы. So he said to Prabhupada, you had a mustache when you were a grahasta. И вот Шриле Прабхупаде заявили, но у вас же были усы, когда вы были грехастхой? Do you know Prabhupada's answer to that? He answered him. И знаете, как Шрила Прабхупада ответил ему? He said, I wasn't initiated then. На это он сказал, в то время я еще не получил посвящение. Ultimately, he said, you want your hair, you want your beard, fine. You're not my disciple. Do what you like. И тогда он сказал, что хочешь ходить с длинными волосами и отращивать себе усы, пожалуйста, тогда ты больше не мой ученик. So this is the standard that Srila Prabhupada had set for us. Это такой стандарт, который Шрила Прабхупада установил для нас. Kept it very simple. Шрила Прабхупада делал все очень простым. He said, if you want to follow Chaturmas, then you must follow all the regulations you find for Chaturmas. И Шрила Прабхупада говорил, если вы хотите следовать Чатурмасе, то вы должны следовать всем правилам и предписаниям, которые предусмотрены для Чатурмаси. We like the fun ones. You don't have to shave for 4 months. That was easy to do. Нам же нравятся только удобные для нас правила. Не надо бриться в Чатурмасе, очень хорошо. One of the other requirements is you eat off the floor, khichdi, once a day. Еще одно. Khichdi, you eat khichdi off the floor. И еще одно предписание в Чатурмасе — это то, что вы вкушаете кичри с пола каждый день. And with your hands behind your back, just with your mouth. И вы еще кладете руки себе за спину и едите только ртом. And as soon as you lift your head, you're finished eating. И как только вы подняли голову, все, на этом ваш просад закончился. That's just one of the regulations. Это лишь одно из таких правил и предписаний. So no one was doing that, but they were growing hairs. Но этого, конечно же, никто не делал, они только отращивали бороды. So he said,
my disciples, they want to follow so many rules and regulations. Шрила Прабхупада сказал, что моим ученикам хочется следовать стольким правилам и предписаниям. He said, but they can't chant 16 rounds and follow the regulative principles. Но он говорил, что они не могут повторять 16 кругов и следовать 4 регулирующим принципам. See, that's all internal. These other things, you can show people what you're doing. So it looks very nice. I'm doing this. I'm chanting 64 rounds. I'm not eating. So many things we can do for a show. И вот это касается нашей внутренней жизни. Что касается того, что мы показываем людям, что вот я могу там повторять 64 круга и ничего не есть, это просто показуха. And the other thing with austerity, it's always supposed to be private. Еще один момент, что аскезу никогда не выставляют на показ. So as soon as you try to make a show of it, it spoils all your endeavors are spoiled. И как только вы пытаетесь представить в выгодном свете вашу аскезу, то это сразу же портит ее. So Kirtanananda, myself and Kaladri, for 5 days we drove to New Dwarka. И вот Киртанананда, я и Каладви, мы ехали 5 дней в Лос-Анджелес, Нью-Двараку. And at that time, Prabhupada told him, you leave the road show, it's not your business, and you go back to New Vrindavan and take care of Radha Vrindavan Chandra. И тогда Шрила Прабхупада сказала, что все, заканчивайте с этими представлениями, возвращайтесь обратно в Новый Вриндаван и заботьтесь о божествах. As a side note, New Vrindavan, some of you will know history of New Vrindavan, it's been through many, many ups and downs. И так вам на заметку, те, кто знают о Новом Вриндаване, вы слышали, что у Нового Вриндавана постоянно были хорошие и не очень хорошие времена. I believe it was in the 90s, they were banned from ISKCON, the whole New Vrindavan community. И в 1990-х годах, если я не ошибаюсь, Новый Вриндаван полностью исключили из ИСККОН, всю общину Нового Вриндавана. Because of straying from Srila Prabhupada's instructions, very clear instructions. Из-за очень четких наставлений Шрилы Прабхупады. Now they're flourishing. Сейчас они процветают. The palace, New Vrindavan Palace of Gold, has been designated a state, what do you call it? Yes, a heritage site. Thank you. И дворец из золота, который построен в Новом Вриндаване, его признали как важную памятку в государстве. So one of the devotees there told me, he said, the way he sees it is, the deity worship was never neglected in New Vrindavan. Whatever was going on, they always worshiped the deity very, very nicely. И один преданный отметил, что это все благодаря тому, что там никогда не пренебрегали поклонением божествам, что божествам там всегда поклонялись на должном уровне. And that's protected them to this day because they took proper care of the deities. И это защитило их до сегодняшнего дня, поскольку они должным образом заботились о божествах. Anyway, we see from this, there's more letters that come later on when finally Prabhupada stopped the roadshow. He said, no more roadshow. И мы можем видеть, что в многих письмах Шрила Прабхупада придерживался той же позиции. В конце концов он сказал, все, пора заканчивать с этими представлениями. Again, we can see with Indradyumna Swami's program how successful it is. И вновь мы можем отметить, как успешна программа Индрадюмны с вами. Tens of thousands of people are chanting, Десятки тысяч людей воспевают. taking prasadam. Они вкушают прасад. So this is our business. And the important point is always the purity of what we do. И это наша деятельность. И очень важна чистота нашей деятельности. So whether we're chanting, speaking, whatever it is, we just have to want to serve our Guru and Krishna. И что бы мы ни делали, мы воспеваем или проповедуем, мы должны это делать в умонастроении служения нашему духовному учителю и Кришне. And understand whatever success we have is all Krishna's mercy. И нужно понимать, что какой бы успех ни приходил к нам, это милость Кришны. So now at that same time in May, every afternoon we would go into Prabhupada's garden.
И тогда в мае мы каждый день отправлялись в сад со Шрилой Прабхупадой. So there was one brahmachari living in the temple in New Dwarka, just like you there, a young brahmachari. И в то время в Новой Двараке жил один молодой брамачари. His parents helped pay for the landscaping of Prabhupada's garden. И его родители оплатили то, чтобы в саду Шрилы Прабхупады посадили деревья. Они заплатили за оформление сада. So Prabhupada invited the parents and the brahmachari to come one day to the garden. И однажды Шрила Прабхупада пригласил брамачари и его родителей в сад. So of course they came, and right away Prabhupada said, "You have a very nice son." И они пришли, и Шрила Прабхупада сразу же сказал, что брамачари, что ты очень хороший сын. So of course the mother likes him right away. He said, "You have a very nice son." И, конечно же, маму это очень порадовало. Она подумала, что у нас замечательный сын. She said, "But my son, he has no ambition." И потом его мать сказала, что у моего сына вообще нет никаких амбиций. He was in college studying to be accountant, a lawyer or something, but now he's just living in the temple and no ambition. Вот он учился там на бухгалтера или на юриста в университете. Сейчас он живет в храме, у него вообще нет никаких амбиций. I'm sitting in the garden. Kirtanananda Swami is sitting there. И в этом саду также сидел я и Киртанананда с вами. And the woman was visibly upset. И очень ясно было заметно, что эта женщина была расстроена. This was always one of the very interesting things about Prabhupada. You don't know how he was going to deal with someone. И это также было очень интересной чертой Шрилы Прабхупады. Вы никогда не могли заранее знать, как он обойдется, как он будет общаться с каким-то человеком. So, right after he said it, Kirtanananda Swami sitting right there. И вот прямо после того, как женщина сказала это, Киртанананда с вами сидел прямо рядом со Шрилой Прабхупадой. And he said, what Prabhupada means to say is he has no material ambition. И Киртанананда с вами сказал, что вот Шрила Прабхупада имеет в виду, что у него нет материальных амбиций. I was in the temple now literally for 1 year. И я к тому времени в храме был буквально год. And as soon as he said it, I thought, that's not a good idea. И как только он это сказал, я подумал, это была не очень хорошая идея. I didn't know anything, but I thought that was not a good idea. Я в то время еще ничего не знал, но сразу понял, что что-то тут не то с этой идеей. So as soon as he said it, Prabhupada goes, no. He said he has no ambition. He just wants to serve Krishna. И тогда Шрила Прабхупада громко стукнул рукой по столу и сказал: нет, у него нет никаких амбиций, он просто хочет служить Кришне. Now again, this is at that same time where this roadshow is going off on this big program, lots of interesting music and so many different things. I remember there were dancing girls. They weren't dancing devotee girls. It was like a Broadway show it had turned into. И я помню, что это проходило примерно в то же время, как были эти представления, которые передвигались с места на место, и там еще танцевали девушки. Это не были девушки преданные. В конце концов, действительно, это все очень скоро превратилось в бродвейское шоу. And of course, if we look over the coming 10 years, that's what happened in New Vrindavan. It developed into this immense project. И через 10 лет в Новом Вриндаване это все переросло в очень масштабный проект. But it had lost its purity. It had lost the very thing Prabhupada gave us. Но Simple. там утратилась чистота, там не было этого простого, но очень важного момента, который дал нам Шрила Прабхупада. So we maybe can see it that Prabhupada wasn't answering her, maybe he was answering him. Поэтому, может быть, Шрила Прабхупада не отвечал на вопрос мамы этого брамачари, может быть, Шрила Прабхупада отвечал на вопрос Киртанананды. One thing I learned in traveling with Prabhupada for over 2 years. То, что я для себя вынес из путешествий со Шрилой Прабхупадой в течение 2 лет,
if he saw you start to waver in any way, he would correct you right away. Если Шрила Прабхупада видел, что вы как-то начинаете куда-то уходить в сторону, он сразу же поправлял вас. If you weren't on the morning walk, which means you weren't up in the morning, he would want to know where you were. Если вас не было на утренней прогулке, он сразу же хотел узнать, где вы были. Mangalarti, same thing. He would call me. He said, "Where are they?" That was, "Where are the others?" That's what he would say. "Where are the others?" То же самое касается Мангаларати. Когда кого-то не было на Мангаларати, Шрила Прабхупада вызывал меня к себе и спрашивал, а где они? Yeah, I answered the bell. When the bell rang, it was just the servant. So the others had little more freedom to rest. Когда звонил колокольчик, я был слугой, я должен сразу же был прийти в комнату Шрилы Прабхупады, но у других было немного больше свободы, они, например, могли в то время отдыхать. See, we can get very caught up in these very big things, but Prabhupada was into all the details, the little details he gave us. Мы можем концентрироваться на очень масштабных проектах, но Шрила Прабхупада был очень внимателен к деталям, которые он давал нам. So often he would, "Where are they?" I heard this a dozen times. Why are they sleeping? Очень часто он спрашивал, я слышал это десятки раз, где они спят? Because he could understand it's the beginning of your fall down. Потому что он понимал, что с этого начинается падение. In Juhu, the temple in Juhu, before it was built, Prabhupada lived on a third floor flat. И в храм Джуху, прежде чем его построили, Шрила Прабхупада жил там на 3-м этаже, в квартире. So every morning, come down the stairs, and there would be a group of 20 devotees to greet him, offer obeisances. И каждое утро Шрила Прабхупада спускался, и там его ждало примерно 20 преданных, чтобы предложить ему свои поклоны. So the one morning he comes down and he's walking, everyone offers obeisances. И каждое утро Шрила Прабхупада спускался, и все ему кланялись, и потом отправлялись на прогулку. Except one devotee. He just stood there very piously with his hands folded and looked at Prabhupada. И вот одним утром так сделали все, кроме одного преданного. Он просто стоял с молитвенно сложенными ладонями и таким образом выразил почтение Шриле Прабхупаде. Prabhupada kept walking and he looked at me. He said, "That is the beginning of his fall down." И Шрила Прабхупада продолжил идти, посмотрел на меня и сказал, вот это вот начало его падения. See, just one thing, one little thing. Вот такая вот мелочь. Prabhupada, one of his saying was, "First be conscious, then Krishna conscious." И Шрила Прабхупада часто говорил, что сначала будьте в сознании, в осознанном состоянии, а потом уже в сознающими Кришну. Many times I've been asked, I was with Prabhupada 2.5 years, how I stayed with him so long. Я путешествовала с Шрилой Прабхупадой 2,5 года, и мне очень часто задают вопрос, как вы так долго продержались? Anyway, not so long. But is what I do see, of course we have the familiarity breeds contempt. Конечно, на самом деле не так уж долго я путешествовал, но всем нам известно выражение, что фамильярность порождает презрение. You know, contempt is such a word, it sounds very, very intense. Contempt for someone. И презрение — это такое очень сильное эмоциональное слово, если мы выражаем презрение к кому-то. But it can come out in just very simple ways. Но презрение может проявляться очень просто. And what I saw with myself is you become inattentive. И что я замечал по себе, это может быть проявляется какая-то невнимательность. So that falls into that area. Just I always like Prabhupada. When you're a servant, you're a pujari. Servant, personal servant means pujari. И со Шрилой Прабхупадой так точно. Личный слуга — это означает пуджари. What does a pujari do? He bathes them, dresses them, feeds them. So you do the same thing. И что делает пуджари? Он омывает божественных, одевает, он предлагает им пищу. Вот то же самое делает и слуга. But he was always moving, so it's a deity that's moving. So it's a little more difficult sometimes. He doesn't stay still.
Но сложность небольшая была в том, что Шрила Прабхупада все время двигался, он не стоял на месте, и поэтому было немного сложновато. The one thing we all have to understand, we're all serving Prabhupada personally. То, что мы все должны понять, это мы все служим Шриле Прабхупаде лично. If you don't think you are, you're just being inattentive. Если вы так не думаете, если вы не думаете, что вы служите Шриле Прабхупаде лично, то вы невнимательны. Prabhupada, while he was here, he said two very interesting things. Пока Шрила Прабхупада был здесь, он сказал два очень интересных момента. He said, I am ISKCON. Он сказал, я Искон. He said, what is the harm there? He said, I created ISKCON. He said, I'm ISKCON. Я создал Искон, я Искон, сказал Шрила Прабхупада. And he also said, ISKCON is my body. И он также говорил, что Искон — это мое тело. That sounds very personal to me. Those two statements are very personal. Как по мне, эти два утверждения очень личные. And he said it to be personal so we could understand what we're doing in ISKCON. И он сказал, что будьте личностными для того, чтобы понимать, что мы делаем в Искон. Everything we do is through Srila Prabhupada, there on the Vyasasana, there on the altar. He's everywhere. Что бы мы ни делали, мы это делаем для Шрилы Прабхупады, который вот там сидит на алтаре, на Вьясасане, который присутствует везде. They say he has different agents that act for him, but we're serving Prabhupada in his society. И у Шрилы Прабхупады есть различные представители, через которых он действует, но мы служим ему лично в этом обществе. Okay, personal. Again, in New Dwarka, Prabhupada's walking down his stairs and he sees a bead bag hanging on a doorknob. И вот когда-то Шрила Прабхупада спускался по лестнице в Новой Двараке, и он увидел, что мешочек с четками висит на ручке двери. He looks at me, he said, whose bead bag is crying there? Crying. И он посмотрел на меня и спросил, а чей это там мешочек для четок плачет? Чей мешочек там плачет? Can an in-person cry? You Разве need personality to cry. может кто-то безличностный плакать? Плакать может только личность. The next day he's walking down the stairs. There's a plate of prasadam on the table. На следующее утро он снова спускался по лестнице и увидел, что на столе стоит тарелка с просадом. But no one's there. It's just a plate sitting on the table. Но там никого не было, просто стоит тарелка на столе, и все. What did he say? Что он спросил? Who has left that plate of prasadam crying on the table? Кто бросил эту тарелку с просадом плакать тут на столе? What's that vision he has? Why would he say such a thing? Почему бы он так говорил? Каково его видение? Any ideas? Because he sees Krishna everywhere. Everywhere he's seeing Krishna. Почему так? Потому что он везде видит Кришну. In New Dwarka, in his garden, I learned so much even before becoming his servant. Just hearing him say a few words, you learn so much. Вот в Нью-Двараке, в саду Шрилы Прабхупады, я еще даже не став его слугой, столькому научился. Шрила Прабхупада мог сказать два слова, но в этих двух словах было очень много знания. So we're sitting in front of Prabhupada, just 5 of us, 6 of us. И вот мы 5-6 человек сидели перед Шрилой Прабхупадой. We're all new devotees, 1 year, 2 years, 3 years. Все мы были новопришедшими преданными. Кто-то был в движении год, кто-то 2. He enjoyed us so much. И Шрила Прабхупада был очень рад тому, что мы были там. Then he looked at us, he said, what color is Krishna? Он на нас посмотрел и спросил, а какого цвета Кришна? It's a very simple question. Очень простой вопрос. But as soon as he asks a question, you know it's not simple. Why would he ask such a simple question? So you question his question. И как только вы услышали такой вопрос, вы сразу понимали, что не все так просто. Почему бы он спрашивал, если бы ответ на вопрос был бы очевиден? И вот вы начинаете задаваться вопросом о его вопросе. Because you always think he's going somewhere, something very esoteric, something, it's going to be something that you couldn't even think about.
That's what Prabhupada's going to say. И мы всегда ожидали услышать в ответ что-то эзотерическое, то, что мы даже не могли бы себе вообразить. Мы всегда думали, что Шрила Прабхупада даст нам какой-то такой ответ. So I got my first taste of not answering his questions because there's something up with him. He's up to something. So I would never try to answer a question. И вот поэтому я никогда не пытался первым ответить на вопросы Шрилы Прабхупады, поскольку я знал, что что-то за этим вопросом стоит, поэтому я никогда не вызывался быть первым волонтером. So finally one boy raises his hand. Prabhupada, it's described in Krishna book. И вот в конце концов один преданный поднял руку и говорит: Шрила Прабхупада, а об этом говорится в книге Кришна. See, he's very smart. He's quoting Krishna book. Очень умный подход. Он цитировал книгу Кришна. He can't be wrong. He's quoting Prabhupada Krishna book. И так ошибиться точно невозможно, поскольку он ссылается на книгу Кришна, автором которой является Шрила Прабхупада. Prabhupada is blackish like the rain cloud. Шрила Прабхупада, он черный, как грозовое облако. Ответ — нет. Prabhupada he was waiting for that answer. It's just what he wanted to hear. He could say no. И Шрила Прабхупада в ответ на это закачал головой из стороны в сторону и сказал нет. He said, he's blue like the sky. Шрила Прабхупада сказал, он голубого цвета, как небо. Then he said something I'll never ever forget. И потом Шрила Прабхупада сказал то, что я никогда не забуду. And because of it, I see Krishna all the time. И из-за этого я все время вижу Кришну. He said the sky is blue because it reflects Krishna's bodily effulgence. И Шрила Прабхупада сказал, что небо голубое, поскольку оно отражает свет, который исходит от тела Кришны. That's how easy it is to see Krishna. Вот как просто увидеть Кришну. He's there in the sky. Он там, в небе. He would smell the flower in his bed at night when I massaged him. И когда я ночью массировал Шрилу Прабхупаду, он нюхал цветы. Had these jasmine flowers in his bush in the garden, night jasmine, they're so amazing fragrance. И вот это были цветы жасмина, которые цвели в его саду, и вы знаете, насколько благоухает жасмин. So they only bloomed at night for about a month in the summer. И жасмин цветет где-то месяц летом. So we were there at that time in New Dwarka. So every night he would tell me to get one, И and вот he'd hold it by his nose. И вот в то время как раз мы были в Новой Двараке, Шрила Прабхупада каждый вечер говорил мне сорвать цветок и принести ему в его комнату, чтобы он мог понюхать его. So he'd be lying in bed, I'd be massaging his legs and his feet, and he would lie with his head to the side, and the flower was on the pillow. He'd just breathe the flower. И вот я массировал Шриле Прабхупаде стопы, я массировал ему ноги, а Шрила Прабхупада лежал и нюхал цветок, который лежал на подушке. So as I'm massaging him, and he goes, he said, this is Krishna. И вот он вдыхал аромат цветов жасмина и говорил, ох, вот это вот запах Кришны. If you want to see Krishna, very easy. Если вы хотите увидеть Кришну, это очень просто. You just have to be attentive. Вы просто должны быть внимательны. And stop negating all the opportunities to see Krishna. И вы должны прекратить отрицать все возможности увидеть Кришну. What to speak of leaving a plate of prasadam on the table? If we throw it in the trash, prasadam in the trash. Представьте себе, если Шрила Прабхупада очень обеспокоился просто тем, что кто-то бросил тарелку прасада на столе, что уж говорить о том, чтобы выбрасывать прасад. See, we think nothing's happening. Put it in, I don't feel anything. But it is. Мы думаем, что ничего такого уже не происходит. Мы просто выбрасываем прасад и все, но нет, происходит. Okay, you all know this. How long does it take to become Krishna conscious? Все вы знаете это. Вопрос, сколько нужно, чтобы стать сознающим Кришну? This is on a video in Australia. One boy asked Prabhupada, how long does it take to become Krishna conscious? И это есть видео, как Шрила Прабхупаду один парень спросил в Австралии, а сколько времени нужно, чтобы стать сознающим Кришну? How long? Сколько? A moment. Prabhupada said, a moment. Да, Шрила Прабхупада сказал, мгновение.
that's described, a moment's association with the pure devotee. Да. Imagine. Представьте себе, описывается, что лишь благодаря мгновению общения с чистым преданным можно стать сознающим Кришну. Только вообразите себе. And how long is that moment? Do you know what that is? It's 1/12 of a second. 1/12 of a second. А как же долго длится это мгновение? Это мгновение равняется 1/12 секунды. But in that association, we want to learn how to be attentive to every moment, because every moment it keeps coming. Not that you became Krishna conscious and then you're sitting back in your rocking chair, you're finished, never finished. И как раз в обществе преданных мы хотим стать внимательными. Это не так, что вот прошел один мгновение общения с чистым преданным, вы стали сознающим Кришну, сидите, качаетесь в кресле качалки, и все, ваша духовная жизнь на этом закончилась. Нет, мы хотим каждое мгновение посвящать Кришне, поскольку эти мгновения приходят и приходят. Prabhupada said he hated, I've only heard him use the hate, he said he hated one thing. Я не часто слышал, чтобы Шрила Прабхупада использовал слово «ненавидеть», но однажды он сказал, что «я ненавижу один момент». Think about it. What would Prabhupada hate? Как вы думаете, что бы ненавидел Шрила Прабхупада? Sleeping. Yes, he hated sleep. He said, I hate sleep. Сон. Да, он говорил, что «я ненавижу сон». He said, it's just a waste of time. Он говорил, это пустая трата времени. He said, whenever it's time to take rest, I think, I hate this. I hate sleeping. И Шрила Прабхупада говорил, что как только пора ложиться спать, я думаю о том, что я это ненавижу ложиться спать, поскольку это пустая трата времени. He said it to me in Mayapur, just before he took his nap after lunch. Однажды в Майяпуре, перед тем, как вздремнуть после просады, он сказал мне. And then after he said it, how much he hates it, he just laid down on his back, put the sheet over his head, and very happily took rest. И вот Шрила Прабхупада сказал мне о том, как он ненавидит сон, перед тем, как вздремнуть после просады, потом он укрылся простыней с головой и просто очень счастливо уснул. But that emotion is there, that feeling, I don't want to do this. Но у него было это чувство, эта эмоция, что я не хочу этого делать. Then you know you're becoming advanced. When you don't even want to go to bed, then you know you're making progress. Вот тогда вы будете знать, что вы прогрессируете, тогда, когда вы не будете хотеть ложиться спать. At Bhaktivedanta Manor, he told it to George Harrison. В Бхактивиданта Мэноре он сказал Джорджу Харрисону. He's sitting in front of him and he said, yes, he said, George was saying how busy he was. И Джордж рассказывал, насколько он был занят. He came to see Prabhupada that day, and he told him he was struggling to chant his 16 rounds. И Джордж пришел на встречу с Шрилой Прабхупадой, и он объяснил ему, как ему сложно повторять 16 кругов. He didn't say it was a struggle to chant. He said, when I chant 16 rounds, it's a struggle to work with all these people. И он сказал даже не так. Он сказал, что когда я повторяю 16 кругов, мне очень трудно работать со всеми этими людьми. He said, I'm losing my interest in doing anything with them. He said, this chanting, it just makes me not want to do it. И Джордж говорил, что когда я повторяю, когда я воспеваю, то я уже не хочу ничем этим заниматься, я просто теряю к этому вкус. And not that time, but of course, he asked Prabhupada to initiate him, if he would initiate him. И в то время он спрашивал Шрилу Прабхупаду, даст ли тот ему посвящение. Prabhupada was so transcendental. Any of these so-called gurus, if George Harrison would have said, please initiate me, they would have put it on the front page of every publication in the world that they had him as a disciple. Шрила Прабхупада был очень трансцендентным. Только представьте себе, все остальные якобы гуру, если бы к ним обратился с такой просьбой Джордж Харрисон, то они бы на перегонки стали мчаться за этой возможностью, поскольку они бы оказались на первой полосе всех газет во всем мире. Prabhupada said, you just do what you're doing. He said, you reach so many people, you continue to do what you do. That's all. Шрила Прабхупада на это ему ответил: продолжай делать то, что ты делаешь, так ты можешь общаться и достучаться до многих людей. Все.
Then, of course, they brought him prasadam. Конечно же, They knew he was coming, so they prepared nice prasadam. Конечно же, преданные знали о том, что Джордж Харрисон приезжает, и они предложили ему очень вкусный просад. So then Prabhupada started giving him prasadam. И тогда Шрила Прабхупада начал угощать его просадом. He said, eat. И сказал ему: ешь. So there's 20 of us in the room at the manor, and George is right close to Prabhupada. И тогда Джордж Харрисон очень близко сидел к Шриле Прабхупаде. So Prabhupada, he said, I just ate before I came. И на это он ответил: Прабхупада, я поел как раз перед тем, как пришел к вам. Prabhupada said, take prasadam. И Прабхупада ему сказал: вкуси просад. See, this is the other side. When it's in front of you, you just have to take it. И когда это стоит прямо перед вами, вам приходится это принять. What does prasadam mean? Что значит просад? Everyone. Все. Anyone. It's mercy. Krishna's mercy. Да. How can you refuse it? Да, это милость Кришны. Как же вы можете отказываться от милости Кришны? So then the devotee lady came in and she putting sweets on his plate. So she put 3 sweets on his plate. И потом Матаджи преданная вошла в комнату и положила ему на тарелку 3 сладости. And then they had a discussion over the sweets. И они еще обсуждали эти сладости. Prabhupada said, no, 3 you give to an enemy. You have to give 4 sweets. И Прабхупада сказал: нет, 3 штуки вы даете врагу, надо дать 4. And George is arguing. Prabhupada, he said, I'm not even hungry. He said, how am I going to eat? И на это Джордж Харрисон ответил: Прабхупада, я даже не голоден, как же в меня это все влезет, как я это съем? Then Prabhupada said, another one of the things I'll never forget. И потом Шрила Прабхупада сказал еще один момент, который я никогда не забуду. Wow. Oh, yes, 5 minutes left. He said, eat. Prasadam can never hurt you. Он сказал: ешь, просад тебе никогда не повредит. Okay, I've been told I have 5 minutes left. We'll continue this tomorrow. We'll just go on each day, hopefully. If anyone, any quick questions or comments? Да, мне напомнили о том, что до конца лекции осталось 5 минут, и мы будем собираться здесь в это время и делиться историями о Шриле Прабхупаде каждый день. Будем надеяться, что так и будет. А сейчас, если у кого-то есть короткие вопросы. Hare Krishna. Недавно на алтарь Киевского храма установили новые мурти Шрилы Прабхупады. Recently, a new Murti of Srila Prabhupada was installed in Kiev Temple. Оно из бронзы и весит 8 килограмм 30 сантиметров. It's made of bronze and its weight is 8 kilograms and it's 30 centimeters. Мне пришлось первый раз сделать омовение. I had to bathe this Murti for the first time. И в омовении натирается маслом Прабхупады. And when you bathe Murti, you also apply oil. Когда я начинала это делать, я вдруг вспомнила вас, как вы описываете, как вы делали Прабхупаде массаж во Вриндаване. And На крыше. When I was about to start doing this, I remembered you, how you described your massage in Srila Prabhupada on the И roof. я натирала, и я чувствовала, что вы наблюдаете, как будто учите меня, как это делать Махаману. Вот так. And when I was doing it, it was as if you were guiding me and overseeing me doing it, and I felt your Я support так была and help. счастлива, я такого никогда не чувствовала. I was so до happy. этого. I have never felt any Хотя such я thing in омывала my каждый life. раз Прабхупаду маленького. Но это был большой Прабхупада, и это было что-то неповторимо. Спасибо вам, что вы научили меня. Ну, правильно ли я делаю или нет, но So вы меня учили. Before that, I was doing everyday bathing for a small Murti of Srila Prabhupada, but it was the first time when I was doing it for the big Murti. And thank you very much for teaching me. Hare I'm not Krishna. sure whether I'm doing it right, but I hope. Hare Krishna, thank you. Hare Bol.
One more question. Еще один вопрос. No? Харе Кришна. А вот Шрила Прабхупада сказал, что Кришна все-таки синий. А почему тогда его мурти делают черным? Srila Prabhupada said that Krishna is blue. So why blue is blue? So why is Murti made of black? He's also that. Он и черный тоже. He's described in that way. Also marble, he's white marble, brass, bell metal, so many things, because he comes into the deity. И Wooden. божества могут также делать из белого мрамора, из бронзы, и потом Кришна входит в эти мурти. The murtis, they're all authorized in the scriptures. Every detail about how they're made is in Shastra. И процесс изготовления мурти описан в шастрах. Каждая деталь по поводу того, как правильно изготовить мурти.